Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня мы с вами будем плести вот такие вот сережки. Это, кстати, пробник. Я плела их из ниток Инна номер 30 в 2 сложения. Работа получилась довольно крупной, и я решила немножко поменять в этот раз ниточки и сплести уже вместе с вами, показав вам мастер-класс по плетению. Для работы нам понадобятся ниточки. Я вот решила взять такую интересную пару. Одни это у меня симтриад из набора, который я заказывала где-то, наверное, около года назад, может быть, даже больше. Ими я уже пробовала работать, осталась вполне довольна. Я решила дополнить их тонким лавсаном, для того, чтобы работа у меня не получилась очень мелкой. Нам понадобится 2 челнока. Я уже намотала туда ниточку. Кстати, учтите, что работа маленькая, много нитки наматывать не нужно. Для начала нам нужно будет связать 2 хвостика между собой. Первое кольцо мы плетем по схеме 6 пико, 3 пико, 4. Кстати, обращаю ваше внимание, что вот здесь вот сбоку наверху я всегда указываю количество узлов и то колечко, которое мы с вами плетем в данный момент, либо дугу, конечно же. Дополнительно я сейчас вам прикреплю картинку со схемой. Если вам нравятся больше схемы с описанием, то вы можете перейти в мой телеграм-канал и скачать оттуда схему, уже готовую, с описанием, с указанием узелков, и плести просто по схеме. Как обычно, хвостики я заправляю в 3-4 узелка. В этот раз мне достаточно 3, потому что любые нитки с люрексом, там металлизированные нитки, они хорошо, в принципе, держат, и, кстати, и форму, и хорошо держат каждый узелок. То есть он прям, знаете, ложится как влитой. Колечко мы плетем 6 пико, 3 пико, 4. Пико делайте небольшими, они у нас будут для соединения в работе. Так, колечко затягиваем. Затягивается немножко трудновато, поэтому я плету узелки немножко, знаете, послабее. То есть я их прям на 100% сильно не затягиваю. Далее я меняю челноки местами. И теперь буду плести другим челноком, вторым. Здесь нам нужно будет спрятать тоже хвостики. И плетем мы дугу 4 пико 4. Заправляю хвостики, подтягиваю работу. Так, 3 узелков заправить было достаточно. Доплетаю по схеме, чтобы у меня получилось 4 пико 4. Подтягиваю немножко работу, чтобы дуга у нас была плотной. Далее меняю челноки местами и начинаю плетение следующего колечка, которое мы плетем по схеме 4 пико, 3 пико, 4 пико 5. Вначале я плету первых 4 узла. Далее выполняю соединение за пико, которое у меня есть на предыдущем кольце. Плету 3 пико, 4 пико 5. Вот посмотрите, у нас получаются вот такие колечки небольшие. Далее меняем челноки местами. Я плету теперь дугу 5 пико 5. Дугу подтягиваем, меняем снова челноки местами, плетем следующее колечко 5 пико, 4 пико, 5 пико, 6. Начинаю плести в начале первых 5 узлов. Далее я буду выполнять соединение за пико от предыдущего колечка.
После этого продолжаю плетение, это еще 4 пико, 5 пико 6. Так, колечко затягиваем. Видимо, где-то узелок я затянула посильнее по привычке, поэтому затягиваются туговато, но все равно все хорошо затянулось. Вот, пожалуйста, 3 колечка у нас готовы. Далее мы меняем челноки местами и плетем следующую дугу. Она у нас будет плестись по схеме 6 пико 6. Опять подтянули немножко дугу, чтобы она у нас легла ровно. Далее меняем челноки местами, плетем следующее колечко. Плетется оно по схеме 6 пико, 6 пико, 6 пико, 6. Начинаем плетение с первых 6 узлов. Далее мы будем выполнять соединение за пико от предыдущего кольца. Выполнили и продолжаем плетение, доплетаем еще 6 пико, 6 пико, 6. Вот, посмотрите, половину работы, основы точнее, мы уже сплели. Далее у нас будет идти в зеркальном отражении все те же кольца, которые мы сплели до этого. Поэтому следующая дуга у нас будет плестись по схеме 6 пико 6. Не забываем поменять челноки местами. Подтянули дугу, продолжаем работу, меняем челноки местами и плетем следующее кольцо, которое плетется по схеме 6 пико, 5 пико, 4 пико, 5. Не забываем, что после первых сплетенных 6 узелков мы должны будем выполнить соединение за предыдущее кольцо. Шесть узелков я сплела, далее выполняю соединение за боковое пико от предыдущего кольца. Доплетаем дальше 5 пико, 4 пико, 5. Вот, кстати, бывает у меня такое при работе с люрексом, что когда я затягиваю колечко, видите, что образуется? Тогда надо вот аккуратненько растянуть немножко работу, по чуть-чуть пытаться протянуть нить. Далее мы переворачиваем и меняем челноки местами, продолжаем плетение уже дуги. Дуга у нас будет плестись по схеме 5 пико 5. Работу подтянули, продолжаем плетение. Меняем челноки местами и плетем следующее колечко, которое плетется по схеме 5 пико, 4 пико, 3 пико, 4. Вначале я плету 5 узлов. Далее соединяю за предыдущее пико от колечка, которое у меня было сплетено ранее. Выполняю соединение. После этого доплетаю 4 пико, 3 пико, 4. Смотрите, вот, пожалуйста, наша работа. У нас осталась одна дуга и одно кольцо. Далее меняем челноки местами и плетем последнюю дугу в основании, которая плетется у нас по схеме 4 пико 4.
подтягиваем и плетем последнее колечко. Меняем челноки местами, естественно. Плетем по схеме 4 пико, 3 пико, 6. После первых сплетенных 4 узелков мы будем выполнять соединение за пико от предыдущего кольца. Далее плетем 3 пико 6. Итак, основа для нашего полумесяца готова. Вот, посмотрите, как она у нас выглядит. Далее мы меняем челноки местами, будем плести довольно длинную дугу, поэтому, если что, я буду здесь писать ее частями. Вначале мы плетем 9 узлов. Дугу подтягиваем. И теперь мы должны поменять местами, то есть сменить поворот нашей дуги. То есть у нас челноки поменяются местами. Работу при этом, кстати, я переворачиваю. Посмотрите внимательно. Дугу я просто придерживаю. И далее я продолжаю плетение, но дуга у меня уже пойдет в другую сторону. Дуга у нас будет достаточно длинной. То есть давайте, чтобы не запутаться, вначале мы плетем 7. Дугу чуть-чуть подтянули. Далее мы будем выполнять соединение за пико от первого кольца. Вот, посмотрите. Соединили. Далее мы будем плести 3 узла и присоединяться ко второму колечку. Опять подтянули. Кстати, посмотрите, как у нас выглядит вот здесь уголок. Далее плетем 4 узла. И выполняем соединение уже за третье колечко. Здесь у нас тоже есть пико. Также присоединяем. Следующее продолжение дуги у нас идет из 5 узлов. Сплели 5 узелков и соединяемся за наше 4-е кольцо, которое находится у нас посередине работы. Выполнили соединение. Дальше у нас опять 5 узлов. Подтянули дугу, опять соединили уже за 5-е колечко, тоже за пико. После того, как мы выполнили соединение, мы плетем 4 узла. И присоединяемся к 6-му колечку, предпоследнее. Далее у нас остается еще 3 узелка. И последнее колечко. Также выполняем соединение.
Обратите внимание, что дуга у нас здесь еще не заканчивается. Мы продолжаем плести еще 7 узлов. После этого мы должны будем опять выполнить переворот дуги, то есть придерживаем дугу пальцами, но при этом меняем нашу работу местами, то есть ее переворачиваем точнее. Челноки у нас меняются при этом, и будем продолжать плетение. Также у нас будет идти только дуга. Плетем вначале после поворота 9 узлов. После этого мы должны будем присоединить дугу к нашему основанию последнего кольца. Вот здесь как раз у нас основание. Я аккуратно прохожусь. И теперь самое сложное. Нужно аккуратно протащить нить. Вот с первого раза у меня не получилось. Это, в принципе, вполне нормальное явление. Выполняем соединение. Далее мы продолжаем плетение дуги, плетем 4 узла. Но вот смотрите, так как я поменяла нити, у меня здесь немножко не хватает. Поэтому я сразу вижу, поэтому я сделаю не 4 узла, а 5. По схеме, которую я показывала в общем доступе, у меня указаны именно 4 узла. Но здесь вот ниточка, видимо, немножко потоньше, поэтому я сразу на ходу подгоняю работу. Такое тоже бывает, поэтому вы всегда обращайте внимание, если вам вдруг не хватает одного узелка, то добавьте его, ничего страшного из-за этого не произойдет. Так, выполняем соединение. Далее я плету 7 узлов. И присоединяюсь за пико, который у меня есть на дуге, вот здесь. Следующая дуга у нас будет идти 9 узлов. Немножко подтянула, после этого выполняю соединение. Также со следующим пико, который у меня есть на следующей дуге. То есть вот так вот по порядку мы и соединяем. Следующая часть дуги у нас идет из 12 узлов, самая большая. И присоединяемся мы далее к следующему пико, который у нас есть на дуге. Следующая часть у нас идет из 9 узлов. Также присоединяемся к дуге.
Предпоследний у нас, мы уже на финишной прямой, это 7 узлов нам нужно сплести, еще часть дуги. И присоединяемся к последнему пику на дуге, которая у нас здесь осталась. Далее мы плетем еще 4 узла. 3, 4. Все, на этом работа у нас окончена. Нам останется только заправить хвостики. Кстати, я здесь плела сейчас 4 узла, вспомнила, потому что меняла на ходу схему. Плетем 5 узлов, если у вас тоненькие нитки. И смотрите, пожалуйста, насколько хорошо у вас ложится работа. Если вдруг не хватает, так же как у меня, то плетите 5 узлов. Если хватает, то оставляйте 4. То есть это вам нужно посмотреть уже по месту. Далее я оставляю достаточно длинные хвостики, для того, чтобы их можно было заправить в работу. И буду их аккуратно прятать. Хвостики я прячу довольно просто, то есть я буду вшивать вот здесь вот в основание кольца. И проходиться дополнительно через узелки, то есть через шапочку узелков, и прошивать 2-3 узелка, а далее оставлять маленький хвостик, отрезать ниточку и опалять работу. Один хвостик я заправила, работа уже в принципе держится. Оставляю, видите, маленький хвостик. Сейчас аккуратно опаляю, все, и прижимаю пальчиком, все, ничего не заметно. Далее то же самое делаю с другими 3 хвостиками. Вернусь к вам, когда у меня уже работа будет с заправленными ниточками. Ну что же, я полностью закончила работу над серьгами. Посмотрите, что у меня получилось. Я надела дополнительно швензы на свою работу. Вот такой результат. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и пишите в комментариях, понравилась ли вам схема. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.